Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро прогноз на январь 2025 года. Пасьянс, Таро расклад, неожиданности и сюрпризы. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. У нас сегодня две колоды. Карты пасьянса. Когда я создавала, я так и поставила перед собой цель, чтобы они нам раскрывали неожиданности и сюрпризы. И вторая колода карт у нас Таро. Таро добра. Прорисовала ее прекрасная художник, таролог с большим стажем и психолог. И она подает эти карты с позиции позитивной психологии. Поэтому давайте будем добрее к самим себе, милосердней к собственной душе. Где-то и себя не будем загонять в угол. Если какие-то мы там события не могли с вами изменить, а может быть, мы сталкиваемся для того, чтобы собственное отношение к чему-либо или к кому-либо мы поменяли. В конечном итоге, чтобы мы были более счастливы. Давайте мы узнаем, что же нам расскажут маленькие карты с их рандомными значениями. Никогда не знаешь, что же совпадет. Итак, неожиданности и сюрпризы для знака зодиака Стрелец на январь. С чем это может быть связано? Или в какой сфере жизни? И вот пока я не вижу совпадений. Но мы идем дальше. Совпадает у вас карта. И здесь буквально какая-то топография. Вы можете менять, допустим, если это вплотную касается у кого-то переезда, тогда вы будете рассматривать разные варианты. Или вы хотите изменить работу, значит, тут будет выбор. Или в одну организацию идти, или в другую. Или вы рассматриваете, в принципе, какое-то путешествие. Тоже может быть какая-то коррекция. С другой стороны, эта карта может говорить от некоторой приостановки, когда мы должны обдумать, куда же мы идем. Но здесь больше конкретики, и карта говорит, что вы именно что-то будете просчитывать, анализировать, сравнивать, может быть, какой вариант выбрать или какое направление в жизни вы выберете. Вы что-то хотите тут поменять, это точно, но это не перемены ради перемен, а это чтобы к большему благополучию. Значит, вы будете где-то расчетливы в январе. Может быть, так жизнь, обстоятельства складываются, что нельзя себе ни в коем случае навредить. Или у вас стоит, на повестке какого-то из дней января какая-то, или важная информация, когда вам нужно определиться. Или с каким-то предложением вы, может быть, столкнулись. Или какая-то новость к вам приходит. И тоже определиться, опять же, стоит, куда же я иду дальше или чем я буду заниматься. Может быть, и отношения, буду я их продолжать или нет. У кого-то может проиграться и так тоже. Я смотрю, и вы тоже смотрите. Что же нам тут расскажут? У кого-то личная тема, личная жизнь. Личная тема, я имею в виду личные отношения. Это, конечно, может быть и как письмо, да, и сердечком. Имеется в виду наши близкие, любимые. Может быть и родственники, я это тоже допускаю. Или родственники вашего супруга, например. Но это все равно. Сердечком это то, что нас радует. Поэтому какая-то приятная новость или у кого-то это как СМС, звонок, любое сообщение или информация. Дорога. Вот не случайно, смотрите, карта выпадает, еще и дорога. У кого-то может быть связано с тем, что даже на работе, может быть, что-то меняется. Меняется график работы, к примеру. Или раньше вы работали,
на дому, например, а теперь вы будете работать в офисе, или наоборот. Или это какое-то путешествие запланировано, и вам тоже нужно определиться с маршрутом, может быть, буквально. Или это может быть как смена, например, вашего офиса или какие-то возможности по работе, когда вы будете не в прежнем каком-то месте трудиться, а где-то в другом. Может быть и так. Какая-то передислокация, одним словом, явно у вас в январе может быть. Все карты выложены. Давайте будем смотреть, что же вам выпало. И я не вижу совпадений. Могу предположить, такое очень редко бывает, потому что насыщенный пасьянс и значит относительно спокойное течение жизни. Ну, нам уже сказали, что какое-то радостное событие или новость в вашу жизнь придет. Давайте, может быть, вы будете с чем-то определяться по части перемещений, или, мои дорогие, может быть, очень много каких-то дорог в плане больших согласований важных или каких-то инстанций, или к вам кто-то собирается, кстати, дорога, такое тоже может быть, или на будущее вы будете планировать. В любом случае, давайте мы допустим самые неожиданные моменты через карты Таро. И я вот уже вижу, не очень была внимательна. Смотрите, вам выпадает вот такое значение. И это как раз сумочка, белый крест, красная сумочка. Имеется в виду то, что мы должны в этом месяце уделить внимание самим себе. Карта или значение, оно не говорит о том, что мы заболеем. Опять же, когда я создавала этот пасьянс, я решила включить этот образ, чтобы как напоминание для нас, что мы должны именно где-то остановиться, куда-то не торопиться. К примеру, если вас что-то беспокоило или какое-то недомогание, тут, как и время для отдыха, и, может быть, где-то поэтому мало значений совпадает, время неплохое, как раз собой заняться или уделить какое-то внимание, может быть, самим себе, пройти какое-то рутинное обследование или, правда, если что-то беспокоит, пойти к врачу. Помните, что только доктор может объективно оценить ваше самочувствие. Мы продолжим наш расклад. И я буду смотреть периодически, что я тут еще могла пропустить. На картах Таро неожиданности и сюрпризы. И с чем это может быть связано? В какой области? Что для вас, мои дорогие стрельцы? А ведь посмотрите, первая карта, десятка кубков. Какая-то радость, действительно. Причем, если мы говорим десятка воды, это наша семья, это наше место пребывания. И январь месяц как раз может быть связан с тем, что у нас находится планета Уран в знаке зодиака Телец в ретро-движении. И в основном это два направления по вопросам. Первое – это вопросы дома, территории, земля буквально. И если переложить на нашу жизнь, это место, где мы находимся или собираемся находиться. И если мы говорим деньги, второе направление, значит какие-то вопросы благополучия самых разных вариантов. У кого-то это через работу могут приходить, у кого-то это важное согласование по документам, опять же какая-то недвижимость может быть, или откуда к вам приходят деньги. Вы можете начать что-то изучать, но в целом вопросы благополучия. И в неожиданностях и сюрпризах. Правда, вот эта самая радость, десятка воды, это по максимуму. Это может быть какое-то удачное стечение обстоятельств у вас будет в январе, когда вы можете закрыть какой-то вопрос. Или, может быть, со стороны, или какая-то ситуация складывается, опять же, для вас в плюс. Но вот в этой колоде десятка воды, она так и называется. Мир, спокойствие, удача и благополучие. Вот такие неожиданности. Да, наверное, одни карты дополняют другие или наоборот. Но, тем не менее, где-то в одном ключе о спокойствии нам и говорят. Или о каких-то приятных, радостных событиях. Здесь могут быть добрые вести от ваших детей. Или от вашего любимого человека. Или, какая-то, может быть, еще концепция, которая как раз вам добавляет как оптимизма, так и радости. Что-то складывается более удачно для вас, мои дорогие стрельцы. Неожиданности и события в январе. У кого-то император, получение должности или важные согласования.
с высокими чиновниками. Или когда вы сами надумаете строить карьеру. И тогда у вас будет какой-то очень хороший маневр в январе. Вы можете столкнуться буквально с какой-то властью. Все же это прообраз власть, система сама по себе власти или структура. Может быть, какие-то важные согласования или важное знакомство. Я такое тоже могу предположить. В принципе, в неожиданностях это вы можете прочувствовать, что у вас как-то, видимо, как минимум один вопрос решится в январе. И это тоже где-то. Вы словно на гребне волны можете себя прочувствовать удачи. Или, если удача это такое обтекаемое значение, но в нашем рациональном мире, значит, действительно вы что-то сумеете либо завершить, либо продолжить очень хорошо. Вы улучшаете как и свое благополучие, так и буквально по аркану император вы усиливаете собственные позиции. Вы можете действительно чему-то учиться, потому что в этой колоде карта император – учреждение образования. У кого-то напрямую, может быть, вы идете туда работать, но это еще и карта силы, где-то карта мудрости и в целом для вас каких-то более позитивно уверенных энергий, неожиданностей и сюрпризы. У кого-то по личной жизни вот такой император. Император чаще бывает какой-то несговорчивый. А посмотрите, для кого-то из вас получение денег. Но все карты нам говорят как раз о том, что январь может вам подарить как и какие-то приятные радостные события, так и осуществление какого-то вашего плана. Все же по императору идет какая-то конкретика. И дважды по шестерке земли. И мы помним, любая победа – это 6 по нумерологии, потому что любая активность, как раз она начинается с цифры 1 и постепенно, как до максимума доходит. Почему? В картах Таро любая 6 это своего рода как уже вершина какого-то успеха. Или то, что нам уже где-то обещают. Если мы говорим о шестерке земли, иногда по этой карте увязывают помощь высших сил или не случайные случайности. Поэтому что-то подобное у кого-то из вас может проиграться либо на работе, либо какое-то важное знакомство, или содействие какого-то человека с учетом аркана император, либо что-то дома у вас хорошо, или складывается как-то, наиболее удачно. Действительно, какая-то радость у вас может состояться, причем такая, которую вы не ждете где-то, даже так. По шестерке земли могут прийти деньги. По шестерке земли нам могут прийти на помощь. И поэтому я допускаю, конечно, у каждого своя ситуация. К примеру, если нужно решить финансовый вопрос, то вы это сумеете сделать. По шестерке земли в нашем окружении есть человек, который буквально или готов помочь добрым советом, или какую-то субсидию оказать денег. Вы можете у него одолжить, либо, как-то даже не одолжить. Наверное, одолжить не совсем будет правильно, потому что в этой колоде шестерка земли называется конкретно «неожиданные ресурсы». Поэтому в неожиданности будет какой-то ресурс для вас. Какие-то приятные еще моменты. И по этой карте идет, опять же, щедрость. Может быть, от императора какого-то или от очень влиятельного человека. Понятно, что у каждого по-своему. У кого-то материально конкретно, а для кого-то из вас складываются удачные обстоятельства, вы решаете какой-то для вас важный вопрос или тему. Вообще какой-то баланс. Посмотрите, если мы про власть, это император, это как вверху. Материализм – это у нас где-то внизу. А вот эти наши чувства, радость, как вот по десятке воды, это где-то между. Поэтому, полный баланс у вас, мои дорогие. Ладно, к чему же все это идет? У кого-то напрямую будет карта говорить о том, что хватит быть отшельником. Все ключи перед вами. Вам осталось только желание проявить, подобрать этот ключ и открыть какую-то дверь. Это старший аркан, и он 9. И нам говорят, 9 это всегда по нумерологии число перемен. Это как состояние пороговое между прошлым и будущим. Вам на что-то придется решиться. Но тут вверху у нас как раз десятка воды. И значит, какие-то возможности вас могут воодушевить или вдохновить на то, что вы действительно можете продумывать вашу позицию на сегодняшний день
получить какие-то новости еще в течение января. И так в спокойном ритме, потому что в этой карте прообраз некоторые передышки или отступления, которые мы делаем. И это нам необходимо, чтобы, ну, где-то организовать свою жизнь по-новому. Идет также какая-то перегруппировка, буквально так прописано, и поэтому обустройство собственной жизни, собственного, может быть, быта для кого-то, или дела дома, или связанные с переездом, или, опять же, по работе. Но мы, может быть, какое-то время сидели и ожидали, не могли открыть эту дверь, или боялись, или не хватало прежде решимости. А здесь как-то очень благополучно могут сложиться некоторые вопросы для вас, стрельцы, когда вы как раз на что-то и решитесь. Причем это не синкопа, нет, а это когда мы так вот продуманно принимаем какое-то важное решение. И это к чему все идет. Какое-то продолжение следует. Девятка земли. Это, правда, ресурсы. Это карта самодостаточности, конкретно денег, материального благополучия. Когда у нас получается осуществить какой-то план или проект, мы тоже остаемся довольны. Но по части денег как-то особо для вас может проиграться январь со знаком плюс. Может быть, это те деньги, которые где-то задерживались, я могу такое предположить. А еще в этой колоде это как последний камень в фундаменте вашего благополучия. Мы по этой карте сохраняем. Осталось только как по аркану отшельник вот эту дверь открыть. Сначала приняв какой-то ключ или подобрав, поставить его в замочную скважину, чтобы вот эта дверь в будущее у вас открылась. Но тогда будьте готовы к тому, что если какие-то вопросы у вас тянутся медленно, вам может так показаться в течение января. Нам ведь где-то показали обе колоды, что спокойный ритм жизни, спокойное течение жизни. Но, значит, доверьтесь где-то судьбе. Понимаете, что добрые дела наспех не делаются. И, скорее всего, у вас тут что-то сложится в красивый узор, потому что словно помощь высших сил. И шестерка пентаклей об этом тоже подтверждает. Не настаивайте, может быть, на своем. Позвольте судьбе решить за вас некоторые вопросы. По пятерке огня это может быть много информации у вас, если мы спрашиваем, к чему все идет. Вы будете как и что-то обдумывать или искать нужную возможность, например, как мне лучше поступить. И здесь нам предлагает карта, как, знаете, эксперимент с безумной идеей. Поэтому вы можете уже где-то в январе, опираясь на те вопросы, которые вы закроете, решите, или обустроите, или проясните для себя, уже построить планы на будущее. И по этой карте мы уважаем, кстати, различия. И по этой карте идет парадокс. По этой карте идет, по сути дела, иррациональное. Но информации у вас будет много. С информацией вам точно придется работать. Может быть, это означает тот факт, что перепроверять, мои дорогие стрельцы. У нас сейчас вообще информационное поле пересыщено. И именно И нам нужно быть прозорливыми и внимательными, потому что мы можем и ложную какую-то информацию получить, а для вас тут нельзя просчитаться. Хорошо, давайте заходим на февраль. Что будет дальше? Верховная жрица. В первую очередь это карта независимости. Независимость не та, когда мы кому-то что-то доказываем или отстаиваем свои позиции. Нет, это когда мы отступаем полшага назад и наблюдаем, храним молчание, о себе много не рассказываем, храним свои тайны и чужие. Это по верховной жрице для кого-то может быть, что дальше. Для кого-то из вас как интерес к эзотерике, и такое я тоже могу допустить. Может быть, нам говорят о том, что ваша интуиция будет в январе великолепно работать, и где-то доверяйте своему шестому чувству, потому что и в дальнейшем, мы ведь спросили, что дальше. Где-то с учетом февраля-марта вы можете прийти к выводу, что ну надо же, я раньше словно где-то ожидал подобного стечения обстоятельств или событий. Но оттолкнемся от самого главного, то, что независимости, и поэтому сохраняйте себя. Может быть, какие-то ресурсы, которые придут к вам в январе, потому что что-то будет продолжено. То, что будет, знаете,
важно прочувствовать для вас, потому что определенности какой-то не будет. Может быть и верно. Информационный хаос. Карта, я иногда так называю, пятерку огня. И мы смотрим уже туда, какое продолжение. Поэтому для вас дает, может быть, январь какую-то передышку или спокойное течение жизни. Обдумать, опять же, какой-то вопрос. По аркану отшельник нам никогда никто не мешает. Мы тут, главное, чтобы сами себе не помешали. И верховная жрица, ей тоже никто не мешает. Но есть какая-то тема, которую нужно продумать очень внимательно. Что же будет дальше еще? Ну, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. И очень хорошо, что у вас выпадают две такие наиболее весомые карты по части денег. Как и шестерка пентаклей, мы о ней говорили, и восьмерка земли. Это карта профессионала, но это тот профессионализм или успех, который мы приумножаем. Или когда мы строим карьеру, или когда мы разрабатываем себе, для себя, может быть, новый вид дохода, или мы чему-то учимся. В конечном итоге даже знания мы переложим на практику, и по этой карте мы сумеем из знаний сделать деньги буквально. Или какой-то ваш труд, мои дорогие стрельцы, то, что для вас уже на сегодняшний момент, может быть, вместе означает и то дело, которым вам нравится заниматься, и одновременно та работа, которая приносит вдохновение. Тогда какой-то прогресс идет по этой карте, и нам говорят: продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но опять же, если еще что-то продолжать, то в спокойных энергиях. Не бегите впереди паровоза. Посмотрите, все ведь арканы, по сути дела, именно вот эту цель какую-то или мысль нам хотят передать. Что будет дальше, давайте узнаем. Тут себя где-то нужно сохранять, может быть рациональному, потому что средний ряд карт у вас получается как карта император, дальше девятка земли и восьмерка земли. Тут мы и сохраняем, и сберегаем, приумножаем. И что же у нас будет дальше? Много информации, как я сказала. Помощь какая-то приходит, шестерка земли. Или это вы деньги буквально получаете. Может быть, для кого-то продумать о правильном вложении этих денег. Или, может быть, вообще не вложении никуда. Вот такой момент тоже я могу допустить. Король воздуха, он очень рационален. Это тот, который эксперт. Это тот, который умеет видеть реальность беспристрастно. А вообще по этой карте нам предлагают вымести ссор из собственной жизни и избавиться от ментального мусора. Это власть разума и интеллекта. По какие-то правила, законы проходят и с учетом аркана император. Правда, какая-то тема будет продолжена. А для кого-то из вас это напрямую могут быть люди, как юристы, адвокаты, проходят люди в форме, и любая форма, в том числе, кстати, и врачи, кто-то, может быть, пойдет разбираться с собственным здоровьем. Но, значит, у вас получится что-то осуществить, может быть, пройти какое-то важное обследование, или судьба вас ведет, вы выйдете на толкового доктора, может быть, для кого-то это актуально. Или, столкнувшись с таким специалистом, по шестерке пентаклей мы говорили, это как дельный совет или помощь конкретного человека. Но вы не одни, мои дорогие стрельцы. У вас есть какая-то сильная личность уже, которая словно за вас или желает вам добра, но она будет немножко в других энергиях. Вам, хотя ни одна карта об этом не сказала, но все же ваш знак зодиака – это стихия огня, а король воздуха – это стихия именно воздуха. Это у нас близнецы, весы, водолей. Или кто знает, у человека там асцендент, ведь часто люди сами не знают, когда или где, в каком знаке асцендент, потому что для этого нужно знать время рождения. Поэтому у кого-то проигрывается конкретная персона, которая, ну, умеет себя сдерживать. По королю воздуха все же проходят те люди, которые и, с одной стороны, где-то скоры на решение, но и они умеют что-то просчитать. Они умеют быть рациональными, но и в то же время они не откажутся от чего-то иррационального. Они легки на подъем, они быстро адаптируются или правильно ориентируются в обстановке, в обстоятельствах и понимают, как это, может быть, задумку какую-то переложить на нашу реальную жизнь.
Правда, тут может быть какая-то очень важная персона, которую вам, с одной стороны, прояснит вот какой-то информационный хаос, а то и буквально будет содействовать в решении каких-то материальных вопросов или любых других земных вопросов, которые касаются либо вашей личной жизни, либо то, что касается работы и денег. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы. Все же личная жизнь не на последнем плане, это правда. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.